Я со своими товарищами в 2014 году подумал, что киберспорт — это интересно, и можно было бы как-то в этом поучаствовать. Мы додумались путем нескольких брейнштормов и каток 20 в доту, что буткемп — это хорошая идея. Поездили по нескольким турнирам, поспрашивали игроков, и они такие: да, идея действительно классная, чтобы где-то было какое-то отдельное место, сепарированное. Не квартира, где-то, где все забиваются как селедки в бочку. Мы подумали, что можем сделать буткемп. У нас посидели Вега, посидели ВП, потом мы релоцировались, потому что дома постоянно нужно было менять, у хозяев разные идеи в голове, что они там могут делать со своей недвижимостью. Ты, собственно, двигаешься относительно того, какие у тебя условия есть. Как бы одной из команд, которые к нам приехали, были Spirit. Они гостили у нас достаточно долго, достаточно плотно, разобщались и решили, что дальше вместе будет двигаться интереснее и продуктивнее. С тех пор я работаю в Spirit. В следующем году это будет 9 лет. В целом по сцене невозможно было сказать, что кто-то преуспевает. То есть это был хаос, в котором кто-то преуспевал благодаря тому, что у команд был некий бэкграунд до. Кто-то только появлялся, но они не становились от этого слабее. Это просто были новые имена. Не было ощущения, что есть топы-топы, а есть те, кто андердоги. Те, кто ничего не может, и в целом с ними нельзя иметь дело. Со всеми можно было иметь дело. Буткемпы так или иначе каждая команда делала сама по себе, но никто этим сепарированно, отдельно под ключ не занимался. То есть это были надобности конкретного клуба под какие-то задачи в узкие даты с узкими ресурсами, которые решались как-то. То есть как люди на местах подумают их сами по себе решить. Поездили по турнирам, добрались до людей, потрясли их за грудки, сказали: что вам надо? Чтобы вам вот хорошо было в тренировочном процессе, что вам надо? Еда, комп, интернет стабильный, и чтобы не дедосили. Все. На самом деле у среднего киберспортсмена тогда запросы были не особо высокие. Райдер был в целом, вот чтобы был стабильный быт, и все. И нас не дергали там дней 10. Я не скажу, что, собственно, стало именно больше требований. Просто качество всего этого возросло. И железо, и того, как организован быт, и насколько все стабильно, и насколько все доступно, это все, конечно, выросло. То есть тогда в целом можно было поставить что угодно, главное, чтобы быт складывался гармонично, ничего не выпадало, и тогда было бы все отлично. Первая команда, которая приехала к нам в Cyberneted Forge, это была Vega, и мы были очень заряжены на то, чтобы все было просто в масле. Оно так и получилось. Было очень душевно. И в том числе пообщаться с ребятами в первый раз, наверное, в быту, а не когда это какие-то люди на сцене или в матче. С тех пор я знаю, что в целом все это просто люди. Просто люди, просто ребята, с которыми можно поговорить. Да, как бы они сильно разные все. Есть очень калм чуваки, расслабленные, вот такие прям свои в доску. Есть ребята в себе, есть те, которых вообще просто можно не трогать, они как бы сами по себе. Есть ЧСВ чуваки всегда. Всегда есть люди, к ним всегда можно найти подход. И да, вот первый буткемп Веги, он был таким очень классным для нас, для всех. Такой и окунающий нас в мир того, к чему мы хотели прикоснуться, к киберспорту. И, может быть, парней в то, что где-то им хотят сделать хорошо. Вот прям просто потому, что вот хочется сделать хорошо. Мы сами очень много катали, мы смотрели турики StarLadder, ты проводишь очень много времени буквально за компом в этом во всем. Очень хочется каких-то еще профессиональных контактов с этим найти, скажем так, не только смотреть, но, может быть, еще созидать это как-то. С нашей точки зрения мы взялись за что-то в корнях, в самых корнях. Нас в самом начале было 3. Все эти люди на данный момент работают в Spirit. Очень тяжело сказать, как в начале и кто за что отвечал. Все отвечали за все, и одновременно никто не отвечал ни за что. Это абсолютный хаос задач, это абсолютный хаос того, что нужно сделать. Я на базе занимался и техничкой, и готовил, и строил, много чего делалось. И этим занимались все буквально. Не было такого, чтобы кто-то чего-то не делал. Просто потому, что у человека есть ресурс, он может 12 часов в день продуктивно поработать, а потом часов 10 мертвым поспать.
И пока он спит, кто-то должен что-то делать другое. Были какие-то накопления плюс кредитные деньги. Конечно, очень хотелось найти именно каких-то спонсоров, чтобы ты был с печатью какого-нибудь клевого, крутого бренда, но рекламный потенциал у базы он достаточно маленький, поэтому всем хотелось работать больше с командой. Никита какое-то время остался гостить у нас. Это была вторая итерация базы, это был несколько более удаленный и более сепарированный от всей, скажем так, буйной жизни и в Москве, и Подмосковье поселок. Приятно проводили время, потом он подумал, что да, ему бы хотелось, чтобы его команда постоянно проводила время вот так вот. То есть, чтобы их буткемпы были обеспеченными, чтобы кто-то этим занимался, он про это не думал. Дима Бухтеев просто пришел и сказал, что вот, нас хотят. Поскольку я большую часть времени занимался техничкой, переборкой компов и всей вообще техничкой, которая есть, мне, собственно, этот пул задач я отводился. При этом оно перерастало из простого делания руками, в том числе и какое-то уже планирование. Краткосрочное, мелких задач, но все равно. Собственно, какие-то задачи менеджмента отходили Диме, какие-то задачи работы с документами отходили Сереже. Моя должность, наверное, если вот переводить ее в большую индустрию, будет называться директор по техническим процессам. Это звучит так же жидко и не конкретно, как и список задач, который может схлопываться до конкретных 3, а может разрастаться до миллиона. Все, что должно работать. Любые технические надобности должны закрываться. И поиск того, кто это сделает за тебя, объяснение, контроль того, как это сделано, там, проектирование того, как это будет сделано, ознакомление с документациями со всякими, которые тебе люди предоставляют о том, как мы закроем твою техническую надобность. Так и, собственно, на первых порах реализация этого своими руками, благо какой-то технический склад ума позволяет это делать и понимать, что синее плюс синее будет работать, красное плюс красное будет работать. Клубу принадлежало на момент некоторое количество компьютеров, ну, то есть парк какой-то, который к нам на буткемпы еще привозился, и нами же на этих буткемпах был забракован как плохо собранный. Лично мной. И это не косяк конкретно организации, это косяк поставщика, которому им это все поставил. То есть это какие-то люди. Технически, в мастеровом плане всегда есть вот это прийти и сказать, кто эту всю фигню наваял. Я не буду так говорить, но косяки были, они влияли на работу, их надо было устранять, мы их поустраняли. Пересобирать, менять конфигурации, перенастраивать, то есть такое, поработать. Еще с ней нужно, доработать напильником хочешь вот так вот. То есть там в целом все есть, но, допустим, плашки оперативной памяти ставить по одной, в век, когда была двухканальная система, это ужасная некомпетенция с точки зрения игрового компьютера. Я стремился на самом деле пользоваться минимальными ресурсами. То есть оно должно было оптимально работать. То есть ты берешь, ищешь решение, которое закроет потребности, но это не вот просто не затычка деньгами. Любую проблему можно закрыть деньгами, почти любую, кроме смерти. Здесь старалась, вот мы возьмем оптимальный. Мы не будем брать там какие-нибудь дорогие решения сетевые, мы возьмем Микротик. Он очень умный, очень дешевый, требует посидеть с ним, понастраивать его, зато потом не трогаешь его, и все, он работает. Единственное, что компы всегда были хорошие. Всегда. То есть это high-end процессоры, high-end видеокарты, плюс там какие-то мелкие еще вот доработки, где нет узких мест, где можно обойтись чем-то дешевле, мы обходились дешевле. Но первоприоритетно было то, чтобы железо было на уровне. Потому что это основное правило того, у тебя на буткемпах должны быть такие же компы, которые на турнирах или чуть-чуть лучше. Просто для того, чтобы можно было хорошо отыграть турниры онлайн, и потом приехать в такие же условия без какого-то шока для игрока, перестроиться и все. Не все турнирные операторы могут позволить себе практисы оборудовать точно так же, как компьютер на сцене. И, конечно, это по-прежнему вайн от игроков. В личке листы спецификаций, а на этом вообще можно играть? Ну, смотря что ты называешь игрой, в целом это сохраняется. И сейчас мы ориентируемся очень сильно на турнирных операторов. Какие мониторы стоят на сценах, какие сборки они используют, почему они их используют. Мне сложно сказать именно о количестве, это не больше, чем нужно. То есть у нас есть парк компьютеров для всех наших игроков, есть какой-то
парк компьютеров, их домашних, которые мы им даем, для того, чтобы они, собственно, могли играть из дома, в том числе онлайн-турниры. Это парк офисных компьютеров и парк компьютеров, которые находятся на данный момент на базе в Москве. То есть это 40 машин, это максимум. Цены на видеокарты точно взлетели из-за майнинга. И с ужасом я помню вот эти вот новости, когда, появилась криптовалюта, которая майнится на процессорах, хорошо, ты такой думаешь, только нет. Хотя бы вот это вот, не трогайте, пожалуйста, не надо этого всего, с видеокартами и так большая беда, если сейчас что-то случится, выпустят обновление, которое ударит по FPS, нужно будет менять видеокарты, и это просто караул. Каждая вот свежекупленная конфигурация хай-эндовая, она живет где-то 2 года, 2,5, если вот прям очень сильно постараться ее растянуть. Мы попали вот как раз 2,5 года, когда худо-бедно нам хватило всего, чтобы никак это по нам не ударило. Я сейчас помню опыт лично свой на тот момент. Мне Макс Шус предложил такой, у меня есть видюха, я вот сейчас новую себе, ты не хочешь ее взять? Я говорю, да, хочу. Это там 2080 с водяным охлаждением было. И через 2 месяца это 2080 бэушная стоила под 100 тысяч. А я взял ее у Максима с рук за 20. Очень удачно все получилось. И примерно так же, типа за полгода до этого мы свой парк обновили. И было прекрасно. Сидишь такой, просто периодически смотришь цены. Или кому-то из игроков нужно собрать отдельный один компьютер. Ты такой думаешь, хорошо, что мы не собираем сейчас вот типа 10 или там 15, или буткемп не пытаемся полностью обновить. Потому что это просто ужас. На данный момент... скажем так, мы очень близки к обновлению, потому что наш парк подходит к тому, чтобы его менять. На хаях не хочется никогда ничего брать. Если игроки не жалуются, если их все устраивает, можно подождать какого-то выравнивания рынка, потому что даже если ты заказываешь с завода, бывают моменты, когда с завода перекупают партию, и все. На самом деле, чем больше становится организация, тем больше у тебя процессы становятся продуманнее, просчитаннее. Нам нужен оптимум максимально большой, но без каких-то рывков вверх, потому что оптимум работает. Все технические задачи в той или иной мере сложные, и все они требуют творческого подхода, потому что не всегда понятно, какими ресурсами их решать. Планирование строительства буткемп-базы. Сложная техническая задача — это релокация в Сербию. Не перевоз железа, а отстройка буквально заново всего, что было в России. Это и технически, и логистически, и именно контактно все очень насыщено переплетением мелких процессов. Когда мы релоцировались, мы перевозили только людей, технику мы не перевозили. У нас на данный момент по-прежнему функционирует тренировочная база в Москве, и она достаточно плотно загружена, несмотря на то, что большая часть клубов сейчас находится в Белграде. Европейская столица киберспорта сейчас по степени загруженности ее на квадратный километр киберспортсменами и людьми, работающими в индустрии и с киберспортом. Мы находили все здесь, и контакты находились здесь для поставок. Сборками я занимался сам, потому что, мы даунгрейднулись обратно в момент, когда ты все делаешь сам. Это как на велосипеде кататься. Один раз собрал, разобрался, и все. Пока в микроэлектронике не поменяется концепт на что-то еще, остается на полупроводниках и, в общем-то, модульной электронике, вряд ли это будет сильно сложнее. Даже если не заниматься этим несколько лет. Оригинальные просьбы игроков, с которыми они обращаются. И именно с технической точки зрения все что угодно может быть. Звонки в 3 часа ночи, у нас тут что-то с бойлером случилось, и надо срочно это решать. Это такой, где я буду сейчас в Белграде в 3 часа ночи искать человека, который будет все это чинить? Едешь, помогаешь, закрываешь все, потому что это самый быстрый вариант всегда. Потому что ты немножко этим всем занимаешься. А потом, менеджешь, как все это чинить. Находишь людей, которые это сделают, соглашаешься с ними. Дальше это менеджмент, чистый менеджмент. Работа остается работой всегда. Бьет ли это как-то по статусу? Нет. Я не чувствую вещи категории, у меня белые перчатки, я этого делать не буду. То есть я, конечно, могу так сказать, а что от этого изменится? Оригинальные вещи с точки зрения того, что запрашивают игроки, это ПК. Мне нравится ПК, который собрали Илья Ятра, с водяным контуром, прекрасный, бело-фиолетовый. Очень им доволен. Технической частью занимаюсь я один, плюс ребята, которые остаются и работают в Москве,
Если нет времени на менеджмент, это всегда просто закрывать в одного. Не могу сказать, что это действительно правильно с точки зрения менеджмента, но иногда это просто нужно сделать. Иначе это масса вытекающих проблем. И по неудобству для игрока, по неудобству для тебя, и знаешь, как будто вот если в плотине есть маленькая щель, лучше ее заделать сейчас, до того, как плотина разрушится. И удобство игроков для нас очень важно. Крайне важно. Spirit точно не стартап. Мы слишком большие и слишком многого достигли, чтобы быть просто стартапом. Самая крутая команда, в которой можно работать в киберспорте. Потому что есть много людей, вовлеченных в эту индустрию. Есть турнирные операторы. Про них я, к сожалению, ничего не знаю, не так близко с ними сталкиваюсь. Но именно из команд мы, пожалуй, лучшие. Очень давно, в самом начале, была высказана идея о том, что очень хочется построить организацию киберспортивную. Как бы это, может быть, смешно и странно не звучало, но по аналогию гильдии в Warcraft, когда у тебя есть иерархия, и в целом твое желание заниматься чем-то здесь, под этими стягами, значками и всем, связано именно с тем, что ты хочешь вперед двигать конкретно вот это вот знамя, это имя, это все. Мне кажется, что во многом это сейчас остается точно так же, ну и добавилось, конечно, больше профессионализма. Бытность в ковид, когда мы все оказались, не сказать, что заперты, но просто оказались на буткемпе на длительное время. Консервация, когда такой, ну что ж, у нас теперь надолго общий быт. Находятся игроки в течение 2 месяцев безвылазно, сидят и злятся друг на друга, ну потому что нельзя собрать очень-очень разных сильных людей, особенно молодых, в одном месте, запереть их и сказать, ну теперь вы будете видеть лица друг друга каждый день, по многу, и выходить вам никуда нельзя. Это как большая семья, запертая в квартире. Как много было кризисов всяких семейных, представьте, какой-то кипучий котел может быть в доме, но все обошлось. Вспоминаю про это время именно с такой семейной теплотой. Относительно этого всего ощущение было такое, ну, это интересный сезон ситкома. История Spirit, как бы она ни звучала, это похоже на классный ситком, который хочется смотреть. В каждом новом сезоне у тебя какие-то дополнительные сложности, или там смена локаций, смена студии, в которой это все снимается. Но это классный ситком, конца которому не видно. Если говорить о самом счастливом дне, надо тоже сделать, пожалуй, ремарку. Вернемся назад к самому первому буткемпу, когда к нам приехала Вега, когда после нас они поехали на Инт и отлетели сразу в вайлдкарде. Я очень болезненно это перенес, и, пожалуй, с того момента я вообще не болею за команду. Ужасно то, что я не смотрю наши собственные матчи. Потому что мне физически плохо от этого. Мне тогда было плохо. Я помню чудовищную мигрень, которую я в этот момент испытал. Ребята проиграли, и я просто сразу же пошел кидать в себя обезболивающее и спать. Это было невыносимое состояние удушья и боли. И, пожалуй, сейчас точно так же я не смотрю, чтобы вот это вот все на меня не влияло. Я очень редко смотрю наши игры. То есть, как правило, я смотрю результаты наших игр. И мне по-прежнему тяжело дается смотреть наши игры, что в Counter-Strike, что доту. По-прежнему тяжело. И, пожалуй, первый выигранный инт, финальные 5 карт, это те, которые я досмотрел до конца, преодолевая себя с такими качелями внутри, которые меня вот просто разрушают. Ощущение тогда было, что Новый год настал раньше, и, пожалуй, ничего более яркого с того момента я не испытывал. Я по-прежнему не смотрю наши игры, я по-прежнему смотрю на результаты. Я поздравляю пацанов каждый раз, когда они выигрывают, но, наверное, ничего более яркого на тот момент и по сейчас не было. Все были на буткемпе в этот момент, все находились там. Мы очень рассредоточены были по дому, то есть мы не вместе сидели. Каждый как-то рассепарировался, кто-то там за экраном компьютера смотрел, кто-то с телефона смотрел. Я стоял перед большим телевизором в гостиной, на которой матч был. И вот это вот такое очень странное ощущение, когда ты один, в комнате темно, горит экран, и такой... Все, вот тарелка, она ваша. Я помню, я зашел в комнату, в ней сидел Никита, я сказал, я не могу поверить. Он сказал, я тоже. Такие, это как-то так? На самом деле большой кризис для многих игроков, чемпионов, спортсменов, я думаю. Вот ты стоишь с золотом в руках, цель достигнута, что дальше?
Всех готовят к тому, чтобы дойти до верхушки, но никто никого не готовит к последствиям, которые будут. Что после, никто не знает. Но все хотят наверх. Экспонентальный рост. И внимание к тебе, и расхожие статьи, и понятно, что тебе нужно заниматься финансовой грамотностью внезапно разбогатевших людей и думать, что дальше. Потому что это для всех цель. Думать, чего ты хочешь дальше сам. Куда ты хочешь расти. У меня есть хобби, оно было подсвечено в целом в стриме с ребятами, когда мы ходили по лесу. Это то, чем в целом любые люди должны заниматься. Передачей опыта и указания какого-то пути, по которому ты прошел, им кто угодно должен заниматься. Касается ли это меня? Ну, в какой-то мере касается. В какой-то мере я этим тоже занимаюсь. Мое основное хобби много лет, очень много лет, то есть с 18 лет, сейчас мне 33, это экстремальный туризм, водные сплавы. И, в общем-то, вот это вот мы поставили крестик на карте, нам вот сюда вот обязательно нужно дойти. А потом еще оттуда уйти. Желательно по воде, желательно всецело. Это сильно укрепляющее эмоционально, наверное, вещь, заряжающая на то, что как бы, дорога никогда не будет легкой. Легкие прогулки — это неинтересно, ты тратишь время. Любая ценная дорога никогда не будет легкой. Второе мое хобби — это готовка. И мне действительно нравится готовить на большую компанию. Я недавно в голове у себя сформировал, что вот есть что-то очень уютное, когда ты готовишь не на одного себя, а на кучу народу, и желательно в конце этой готовки ничего не остается. На самом деле простая практика, мало очень тяжело отмерять, когда много, и ты такой, нам нужно 4 килограмма этого, 4 килограмма этого, все мы это смешаем, вот получится много. Нужно, чтобы кто-то это все устранил потом. И я пишу в наш общий сербский чатик, говорю, вот там в офисе тогда-то, тогда-то будет это. Кто не хочет сдать тогда-то, может зайти там домой ко мне сегодня, и я прекрасно всем это раздам и так. Жду всех. Я сделал вещь, она получилась вкусной, и не только я сам знаю, что я хорош, но и люди мне это говорят, что ты хорош, прекрасно, мы вот просто ничего не осталось. Это же потрясающая вещь собственно, это елей на эго любого человека. Вот. Но еще мне просто нравится процесс. Все очень четенько. Когда ты взял это. В техническом плане все это смешал, выдержал тайминги, вот оно получилось такой. Хорошо. Фактически то же самое. Это созидание. В этом мало заботы. Она там присутствует, но это не лейтмотив. Лейтмотив всего этого — это «я хорош». VR может быть как и новым вызовом для индустрии, так и пройти для нее абсолютно бесследно. Дисциплины появляются, подобные, какие-то новые. Не все взлетают. VR может быть одной из этих, а может быть совершенно каким-то новым опытом, который всех захватит. Киберспорт, в первую очередь, это зрительная дисциплина. Как любой футбол, он невозможен без зрителей, он невозможен без тех, кто все это смотрит, кому это интересно. Если где-то, когда-то производители, издатели игр VR смогут найти то самое, на что будет интересно смотреть, да, это выстрелит. Пока что VR — это все же больше увлечение для самих игроков, не для зрителей. Это чем-то очень близко к спорту. Это требует от тебя физических кондиций. Киберспортсмены не все отличаются хорошими физическими кондициями. Сейчас, на мой взгляд, технологии с погружением не настолько глубоки, чтобы это был какой-то геймчейнджер. В чем суперсила Никиты? Невероятная рациональность. Никита младше меня, но я не могу среди людей, которые меня окружают, выделить еще кого-то настолько же рационального. Какие-то части точно останутся. Без каких-то частей точно ничего не будет работать. Что-то поменяется. Но смотреть на 10 лет в постоянно меняющемся рынке, да, это киберспорт, здесь много дисциплин, но мы сильно зависимы по-прежнему все равно от издателей игр, от турнирных операторов, от много кого. Неясно, как будет выглядеть киберспорт через 10 лет. Думаю, что Spirit будут и просто будут соответственно киберспорту выглядеть. Но мы по-прежнему будем с драконом на стягах.
как показала практика, глобальные события могут нас куда-то перенести, куда мы вообще не думали. Хотелось бы остаться в индустрии. Хотелось бы посмотреть, до чего это может дорасти. Потому что все современные виды спорта развивались многие десятилетия. Интересно, как будет выглядеть киберспорт через 10 лет. Стоит не забывать про то, что каждый из нас здесь профессионал, даже если это не закреплено дипломами, специальностями, каким-то подтвержденным на бумажках рабочим опытом. Все спирит держатся на людях, никто не знает, как все может повернуться. Будут ли эти люди делать спирит или что-то еще? Это вопрос, который время покажет. Мой разум гибкий, я закрываю все подряд. То есть нет вещи, в которую я бы не окунулся, наверное, за последние 8 лет. В Spirit мне дали очень много возможностей потрогать то, к чему бы я на какой-то обычной работе просто вообще бы никогда не пришел. Я могу поработать где-то еще, на тех же поприщах. Но очень не хотелось бы уходить из киберспорта. Это интересно.